Здравствуйте! Мы продолжаем двигаться, и мы заходим в такие очень высокие и сложные сферы практики саморазвития. И это уже будет не совсем чистые энергетические практики, не совсем цигун. Это будет что-то уже пограничное между практикой энергетической и уже духовной. Конечно, мы начнем с нашего энергетического устройства. На сегодняшний день на уровне этой практики подразумевается, что у нас уже проработана энергия огня, энергия света. Мы уже можем набирать энергию света, можем ее преобразовывать, улучшать. У нас раскрыты точки Байхуэй, Хуэинь, открыты точки вдоль сосудов малого небесного круга. У нас открыт пронизывающий канал, и у нас активны и развиты три дантяни наши. После того, как у нас это все хорошо проработано, вплоть до верхнего дантяни, то мы сейчас с вами возвращаемся вниз, на уровень джун дантяня, но уже совершенно в другом качестве. Сейчас это будет очень глубокая и сложная практика, которую мы будем делать поэтапно. Первый этап. Давайте сразу же будем начинать. Мы поднимем шар в джун дантянь и будем его активизировать. У нас уже много энергии в нем, и она уже высокого качества, качества света. Сейчас мы постараемся передать это свечение напрямую в нашу структуру. Не через практику малый небесный круг, а просто будем светить, засвечивать наш шар все сильнее и сильнее. И постараемся, чтобы все наше энергетическое тело стало светиться этим цветом, этим светом. Хорошо, давайте начнем. Сядем правильно, спина прямая, расслаблены, в голове тихо, ум спокоен. Смотрим вся дантянь, смотрим, видим свой шар, поднимаем его в джун дантянь. Чувствуем его там, визуализируем и делаем ярче, больше, больше, чтобы он стал диаметром таким, как ваша граница энергетического тела. Как будто бы он там как пробка встал, такого размера. И шар делаем ярче. И передаем свечение. Просто засвечиваем все ваше энергетическое устройство. Как лампу зажгли в темном помещении. Ярче, ярче. И прилагаем свои усилия воли, волевое усилие, намерение, чтобы это становилось ярче и все светилось тем цветом, которым светится ваш шар. У каждого это по-разному может быть, в зависимости от уровня вибраций. Ярче. Руки можно убрать. И самостоятельно. Хорошо, возвращаемся, убираем шар вниз, вся дантянь. И возвращаемся. Если у вас эта практика вызывает уже такое уверенное осознание того, что вы уже проработали все, и ваше тело светится, и оно наполняется этой энергией, имеется в виду энергетическое тело, то это очень здорово. То это говорит о том, что вы теперь можете очень активно воздействовать на свое физическое тело, на свое энергетическое устройство.
И это хорошая основа для того, чтобы сделать следующий шаг. Следующий шаг будет такой. Давайте посмотрим, о чем мы говорили и в чем заключалась практика наша. И, в общем-то, практика многих школ до этого этапа. Мы занимались тем, чтобы набрать энергию, преобразовать энергию и запустить ее в свою систему. Тем самым улучшить свое физическое состояние, свою энергетику и привести в порядок свою ментальную часть. Но выглядит это немножко однобоко. Мы только набираем и только используем для себя. А согласно концепции инь-янь, есть всегда обратная сторона. Если вы вдыхаете, то должен быть и выдох. Вдох, выдох. Если вы что-то берете, вы должны что-то отдать. Иначе не будет баланса и ничего не получится. И многие, добравшись до этого этапа, попадают в такой тупик. Они не могут дальше развиваться, потому что все, баланс нарушается дальше. На первом этапе, конечно, у многих людей, начинающих практику, как и у всех нас, не в порядке ни физическое тело, ни энергетика, ни ментальная часть. И вот дойдя до этого этапа, это все приводится в порядок. А вот дальше только набирать уже не получается. Что значит отдавать? При этом, отдавая, вы ничуть не понижаете, не ухудшаете свою ситуацию. Хороший пример – это свеча. Горит свеча, вы подносите и зажигаете от нее другую. От этой свечи ничего не убыло. Свечение, горение не стало меньше, а это зажглась. В этом смысл. Вы ничего не теряете, но при этом вы еще и раздаете. А есть еще такой пример. Представьте себе лампочку, такую маломощную, 40 ватт, да, раньше были лампы накаливания. Но у нее стоит задача осветить намного больше, чем она может это сделать. Большее пространство. Она довольно-таки тусклая. Что ей делать? Задача стоит. Она будет пыжиться и стараться осветить больше, и в результате она станет светиться ярче. И она превратится из 40, допустим, там, в 60, а потом доберется до вообще маленького солнца. Только за счет того, что она будет стараться осветить как можно больше. Конечно, лампочка это не сможет сделать, но мы, обладая волей, обладая всеми инструментами, мы можем, стараясь осветить как можно больше, мы сами становимся ярче. И в этом есть уже баланс. В тот момент, когда мы освещаем, мы делаем более светлым окружающее. Теперь следующий этап этой практики. Только что мы с вами в качестве разминки делали следующее. Мы старались за счет своего шара осветить все свое энергетическое тело. Но это довольно-таки условная штука, потому что невозможно осветить что-то, да? Невозможно осветить в комнате какой-то угол, не осветив хотя бы хоть немного окрестностей. Сейчас мы будем делать следующее. Поднимем шар сюда и будем стараться свое свечение распространить как можно дальше. Как можно дальше, как можно больше. Но не нужно стараться осветить там, не знаю, весь город ваш. И на первых этапах это не получится. Только это может оказаться вашей иллюзией, что вы там осветили все. Постепенно, не торопясь. Хотя бы вокруг себя вот метр сделайте светлее. Сейчас в этом вам будет способствовать практика пустоты, которую мы или уже рассмотрели, сделали видео, или сделаем вот в ближайшее время. Осознание внутреннего пространства. И тогда вы сможете лучше оперировать с ним. Но сейчас предположим, что вы можете ощутить это пространство и сделать его более светлым. Что значит более высоковибрирующим. Что значит передать свои вибрации как можно больше и шире. Давайте попробуем. Снова сядем правильно. Поднимем шар. Можно с руками, можно без рук. Достаточно своего
внимания, своей воли. И снова делаем шар ярче, светлее, еще светлее. И стараемся осветить и свое энергетическое тело, и оно как лампа должно осветить максимально большое пространство вокруг себя. Но постарайтесь, чтобы этот свет вокруг себя, пусть он даже на 2 сантиметра выходит за ваши пределы, пусть вы даже не видите его, не ощущаете, не осознаете, но прилагаете к этому свое намерение. И старайтесь сделать его плотным, не разорванным светом, а ровным и максимально удаленным от вас, от центра. Но следите, чтобы это не превратилось в иллюзию. Контролируйте это. А потом постепенно вы будете расширять свое свечение и усиливать его. И тогда у вас ваша энергия в вашем шаре станет еще более высокого качества. Раздавая, вы получаете. Давайте начнем. Хорошо. Снова уберите шар вниз. И возвращаемся. В какой-то момент вам будет уже недостаточно собственных сил, чтобы осветить все вокруг себя. И это нормально. Потому что вы не можете раздать как можно больше того, чего у вас не хватает. И нельзя взять и отдать полностью в нормальном состоянии. Потому что вам нужно оставить, и это нарушит баланс. Это в экстремальных случаях можно пожертвовать, а потом уже набирать. Вам нужно постараться получить энергию извне, а потом, преобразовав ее, раздать. Для этого у нас существуют все возможности. Мы уже открыты сверху, снизу, у нас проработаны каналы. Единственное, что остается, это набирать энергию и потом ее распространять. Набирать, преобразовывать, если это нужно, и потом раздавать. Набрали и усилили свечение. Для того, чтобы набирать, недостаточно открытой точки Байхуэй. Этого мало. Мы с вами говорили о области Тяньмэнь. И надо ее активизировать и раскрыть. У высокого уровня практикующих уже нет точки Байхуэй, уже нет точки Тяньмэнь. Не то, что здесь ничего нет. Просто они уже настолько сильно вибрируют, настолько они раскрыты, что они не создают никаких препятствий для того, чтобы энергия могла поступать в этот самый пронизывающий канал. Фактически они практикуют набор энергии с неба прямо в Шанданьтянь. И для этого нам нужно все это активизировать и дойти до такого состояния. Это получится как вот воронка. Открытая энергетическая голова, воронка и Шанданьтянь, верхний Дантянь. Тогда энергия будет поступать легко. Следующий этап этой практики нужно развить и активизировать здесь. Вы уже знаете, как это делать. Помещаем шар сюда, увеличиваем его до размера Тяньмэнь и активизируем. Делаем шар больше, меньше. Ну, давайте попробуем, как это делать. Просто опять попали в позу для медитации. Визуализируем, поднимаем шар по каналу вверх, точку Байхуэй. Делаем ее больше, больше, на всю область Тяньмэнь. Врата, небесные врата. Ярче шар. Не нужно делать его горячим. Ярче. Меньше.
больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше. И так самостоятельно. Хорошо. Шар делаем меньше, меньше. И убираем его вниз, вся дантянь. Область Тианмен остается раскрытой и активной. Знаете, я уже очень много и долго практикую, но каждый раз, когда я этим занимаюсь, я получаю такое несказанное удовольствие. И очень трудно остановиться. Потому что каждый раз, когда эта область активизируется, появляется все больше и больше возможностей. Ну, такие ощущения приятные. Конечно, на начале практики это может быть как-то даже немножко болезненно, какие-то там прям такие ломотные ощущения возникают. Но это процесс, это раскрытие, это активизация. Потом все это превращается в такое удовольствие. Как напиться холодной, хорошей воды родниковой. Хорошо, когда вы это раскроете, у вас появилась воронка прямо в ваш серединный канал, можно попробовать получать энергию извне. Получать энергию извне очень высокого уровня. Чем выше ваш уровень, уровень ваших вибраций, частота ваших вибраций, тем более высокие энергии вы можете взять. Как поднять свои вибрации? Через ту практику, которую мы с вами прошли, и через вот эту практику, которую мы сейчас будем делать. Она повышает ваши вибрации. Набор энергии и распространение свечения. И вы, стараясь расширить область, которую вы можете осветить, поднять, воздействовать на окружающее пространство, стараясь это делать, вы тем самым усиливаете. Это то же самое, что мы делаем шар больше-меньше, активизируем его, но в разы намного больше и намного эффективнее мы активизируем эту энергию. Ее нам не хватает, мы ее набираем, преобразовываем, стараемся как можно дальше раздать. И тем самым повышаются ваши вибрации. И тогда вы начинаете достигать еще более высоких вибраций. И тогда, получая более высокие, раздавая как можно дальше, вы усиливаете и сами развиваетесь. При этом вы ничего не теряете, только приобретаете. Это как та самая свечка. Свечка, скрещенная с лампочкой. Свечка, которая дает возможность зажечься другой, и еще старается, как и лампочка, светиться ярче. И это будет мощное свечение. Давайте попробуем вместе. Здесь нам еще и помогает практика дыхания через точки. Методика практики дыхания. Хорошо, давайте снова сядем. Поднимем шар в Джунтантянь. Почувствуйте его. Увидьте. Теперь посмотрите на канал, пронизывающий до вашего Шандантяня, и посмотрите, там у вас наверху все активно. И теперь создаем намерение получить и достичь энергии максимально высоких уровней, которые вы можете себе позволить. Просто самое лучшее, что вы можете взять сверху, с неба. Делайте вдох в шар. И как выдох свечение распространяйте. Выдох. И пускай эта энергия распространится. Снова делаем вдох. Высокие энергии света. Выдох. Делаем вдох сверху. И распространяем свечение вокруг вас. Не просто в плоскости,
А вот все, что ваше энергетическое тело, во все стороны, как сфера. Делаем выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И самостоятельно. Хорошо, заканчиваем. Шар убираем вниз. Все области, все дантяне, все сосуды, все каналы остаются активными. Свечение, которое исходит из вашего энергетического тела, пускай остается таким, какое достигнуто. А сами возвращаемся. Вот мы с вами добрались до итоговой техники этой практики. Набора энергии извне, преобразования ее и распространения. В результате мы достигаем с каждым разом все более высоких вибраций, поднимаем свои вибрации и еще раз даем в окружающее пространство хорошую энергию, тем самым улучшая нашу среду вокруг нас. И, может быть, люди, которые будут рядом с вами, получат ощущение благости, той хорошей энергии, которую так всем нам недостает. И тогда мир станет чуточку лучше. Всего доброго, до следующих встреч.